Ну что, всем доброе, прекрасное утро из отеля Луцо Соргун. Конечно же, любое доброе утро в Турции начинается с завтрака. На все включено. Так, ну давайте посмотрим, чем нас кормят на завтрак. О, вижу, мясная лавка появилась. Давайте вот отсюда начнем. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, мороженое, как вчера на ужин были. Их нету. Так, вафли, смотрите, с утра с шоколадным джемом. Здесь у нас всякие хлебобулочные изделия. И тут круассаны очень аппетитные. Я смотрю, здесь еще булки всякие с сыром. Так, видите, немножко меняется. Отличается здесь вечером. Десерты вчера были. Этот мед у нас в сотах самый полезный. Обязательно берите от Волованчик. Видите, какие прям выпекают под них. Не заказные, как везде, вот такие прям ручной лепки, скажем так, печенюшки, хлопушки-воробушки, рахат лукум, всякие там турецкие штучки. Здесь, смотрите, с ананасом какой-то микс. Ну, то есть детям можно хлопья вот таких наделать. Апельсины сушеные, такие как для коктейлей, знаете, делают. Смотрите, манго, киви. А бананчики сушеные. Это не помню, что такое, то ли вишня, или что-то такое. Курага есть, ну вообще обалденно. Так, фрукты нарезанные, целые, хочешь салатом, клубничку, пожалуйста, уже у нас сейчас весна. Клубника есть. Так, здесь у нас вчера был диет стол, а вон с той стороны. Так, горячее молоко, холодное молоко. Деткам, вот видите, такие молочные можно напиточки взять, банки. Вчера показывал, что даже с мясом нашел банки. Большая редкость. Так, здесь диетическая у нас зона, грибы, морковка, капуста, гречка отварная. Так, вот здесь вот я вижу уже любителям красной рыбки. Вот на красная рыбка. Она вообще без вкуса копчености, то есть натуральная такая чистенькая. Смотрите, укропчику можно посолить, но вообще вот посолить, посыпать. Красота. Так, здесь у нас зелень, долго не будем задерживаться, да, салаты. Хочешь нарезанные, хочешь обрезанные. Зеленушечка разная. Можно насыпать заодно. Вот смотрим зону по раздачам. Все, лучок. Пойдем дальше. Здесь мы с вами проходили. Так, здесь у нас... О, смотрите, какие сэндвичи. Аппетитный сыр прям аж вытекает оттуда. Так, с таким сыром. Здесь с этим суджуком. Это турецкие такие сэндвичи. Они везде продаются. Заходишь в кафешечку и сэндвич с чайком берешь. Так, здесь у нас еще две зоны раздачи. Здесь яичница с суджуком сделана. Это мини-мен. Яйца с луком. Здесь вот могут вам омлетик пожарить. Заказывайте. На выбор там ингредиенты все добавляем. Иногда, когда я снимаю, с огоньком делают. Так, яйца с сосисками, еще разные омлеты. Здесь яйца вареные 3 минуты, яйца вареные 5 минут. Нет, кончились, съели. Складываем. Так, вот сюда давайте еще заглянем. Так, вот смотрите, там сэндвич делают с красной рыбкой. Как они называются, я уже забыл. Кто помнит, напишите. Так, здесь у нас всякие сэндвичи с яйцами, без яиц. Здесь еще картошечки, сосиски. Вот еще обычные яйца жарят. А, вот яйца пашот, видите, жарят. И потом туда делают. Как он называется? С яйцом пашот. Сэндвич. Кто помнит, напишите. Так, здесь еще мини-пиццы такие, как пидышки. О, прикольно. Семиты. Вот это очень вкусные булочки. Если вы ели традиционные булки турецкие, берите, пробуйте. С собой там можете взять. Так, в общем, всякие тоже булки, пидешки разные. Здесь сэндвич можно себе запустить, пожарить, хлебушек. Тоже хлеб. Здесь у нас манная каша, а здесь суп. Давайте манную кашу посмотрим. Ну так, аппетитно возьмем. Так, здесь еще 2 стола с холодной зоной. Сыры в масле. Сыры. Это рыбка с утреца. Кто такой любит? Не, я лучше красненькой поем. Здесь оливки, соленье, коренье, варенье, халапеньо. Так, вот здесь у нас еще холодная зона. Орешки какие-то в чем-то вымочены. Так, здесь себе можно джемов всяких наложить. Ничего не подписано, где какой. А то только вот открылся, еще месяц он не работает. В общем, разные джемы. Ну, я по виду, думаю, поймете, да? Что с чем? С малиной. Еще с чем-то. Здесь все это фрукты в сиропе нарезаны, вымоченные, вишня. Вот это йогурты натуральные. Здесь даже где-то, видите, как творог, где-то с фруктами разновидность. Так, у нас там какая-то чередишка, что-то там вкусное даже давай. А здесь, смотрите, блинчики пекут и панкейки с разными добавками можно себе сделать. Фасоль, шакшуша.
здесь. О, такая еще сырно-мясная зона. Смотрите, слайсером все нарезают. Разные виды сыров. Не подписано, правда, ну. Ой, смотрите, какой сыр. Вот такой вот штучка он закручен. Дозревает там. Вот они все сыры, видите, там в холодильнике хранится. Мерава. Günaydın. Günaydın, это доброе утро по-турецки. Так, а здесь колбаска. Вот видите, все они там представлены. Здесь вот так слайсером нарезают. Это из цыпленка, с индейки. Видно, да, где красненькая, где беленькая. Можно будет отличить по факту с перцем, без перца. Так, ну все, мы с вами все обошли. Вот эту вот зону еще осталось чуть-чуть. Так, все по кругу проходили. Здесь овощи жареные. Здесь суджук жарит. А это сыр халапеньо, кстати. Я его и не видел, а вот он жарит. Наверное, где-то здесь сам вот. Видите, суджук. И вот сыр халуми, точнее, не халапеньо. Сыр халуми, а здесь еще какие-то два вида каши есть. А, молочный рис и гречневая кашка есть. Так, ну все, теперь точно все мы это с вами обошли. Все, всем приятного аппетита. Ой, бегом в холодильничку. Ароматы вообще обалденные. Круассаном, яичницей ходишь прям, ну вообще. Пойду, заведу. Все, лайк жмакайте, комментарий в поддержку видео. Видите, у нас сейчас время 10 часов 15 минут. Все начинает убирать. Ну, не может завтрак быть до 10 часов. Либо до 10:30, либо до 11 должен быть. Очень оперативно все убирают туда. Потому что я, видите, снимал бочонки, уже все туда поклали. Убрали. Странно. В общем, пойду быстрее зайду, пока только себе круассан с этим семгой успел взять. Так, я вспомнил, это называется яйцо Бенедикт. Вот оно. Увидел его и сразу вспомнил. Заодно надпись прочитал. Так, вот и блинчик ухватил, пару яичек. Все, всем приятного аппетита теперь точно. Так, ресторан, зона, знаете, на самом деле кажется, что большая. И мест не так много, а вот сейчас появились, видите, но не накрывают дополнительно. Мы местечко нашли. Потому что они как-то странно не все убирают, а вот частично берут и частично убирают. Там жидкий мед убрали, эти ягоды какие-то, там фрукты, орехи какие-то поубирали, а часть оставили. Так, также можно сок заказать. Фреш, ну по вкусу вроде бы фреш и кофеек. Ну завтрак обалденный, все очень вкусно. Рыба, кстати, оказалась немножко все-таки подкопченой, но слегка. Но все равно очень вкусная. Так, ну потом можно выйти после завтрака или даже здесь позавтракать. Попить чашечку кофе или чая турецкого. Так вот на солнышке с таким прекрасным видом. Так, ну что, отправляемся с вами покорять отель. Погода сегодня шикарная, солнышко. 16 градусов сейчас показывает, но на солнце, естественно, будет градусов 20. Так, ну вот здесь вот мы с вами трапезничали, вот это ресторан. Здесь у нас один бассейн, это не подогреваемый бассейн, а с другой стороны бассейн подогреваемый. Вот видно, детишки купаются, сейчас попозже с вами заглянем, померяем воду. И там очень интересная реализация бара с бассейном, как я люблю, многие знают уже. Заглянем, посмотрим уже поближе, сейчас там будем, когда там непосредственно в бассейн окунемся, поплаваем. Так, слева у нас там еще какой-то бар, тоже заглянем. Там горки. А вот здесь справа большая свободная пустая территория с деревьями. Деревья, наверное, только посадили. Обрез. Но я бы, честно, территорию по что им задействовал. Нужное, интересное, да, такое, чтобы можно было воспользоваться. Ну, сейчас отель только открылся недавно. Может, еще потом под что-то запустят это место. Так, главный корпус у нас, видите, он как бы делится на 3 зоны. Вот здесь вот ресепшн и основная зона, да, и вот там по переходикам переходим в другую часть корпуса, и там также мы живем вон, прямо в краю вот этого среднего корпуса. Так, здесь у нас это такой большой бар. Сейчас, видите, на солнышко выставили столы, можно там посидеть, можно в тенечке, и вон там сам бар. Ну так все стильно сделано, и классно, везде здесь музыка играет. Легкая, непринужденная, здесь и там по дорожкам идешь. И дальше у нас идет зона горок, там детские горки, там горки побольше. Вот видите, музычка играет вот из этих маленьких штучек повсюду. Так, друзья, обязательно поддержите видео лайками, комментариями вашими. Такие алгоритмы у всех площадок, если их нету, то активности нету. Поэтому это ваше спасибо. Можно любой комментарий написать, там 4 слова любых. И под видео заходить, там все ссылки на все сервисы, все платформы, ВК, Дзен, Рутюб, везде, где вам удобно смотреть, что-то на телевизоре вы смотрите, что-то на гаджетах.
Подписывайтесь везде без VPN, все в хорошем качестве, 4К везде все выкладывается. И там же вся информация по поводу покупки квартир, да, если хотите купить, продать в России, да, зарубежную еще недвижимость, Дубай, Турция, Таиланд, Бали, сейчас еще открываемся, на то добраться. Вот везде лично я сам присутствовал, со всеми менеджерами лично знаком. Вот. Лучшие, скажем так, риэлторы, брокеры вас встречают на машине. Ни за что платить не надо, потому что некоторые компании работают, то есть вы делаете запрос по России на новостройки, с вас берут деньги изначально там 20-30 тысяч, все бесплатно, везде вас на машине возят, ни за что платить не надо, вот поэтому обращайтесь, лучше профессионалы, все с лицензиями работают в любой стране, по которой я озвучил. Так, здесь у нас, смотрите, шахматы, можно поиграть, здесь теннисный стол, о, здесь, смотрите, йога проходит, хотел, кстати, на йогу сходить и на волейбол хотел сходить, но сейчас пока ветра нет, надо дрон успеть запустить. Согласовывать тоже не буду, потому что пока вы согласовываете, сейчас второй половине дня ветер будет, завтра еще сильнее ветер, а послезавтра еще сильнее. Вот, и, кстати, под видео также на Жанну вся информация, ссылки, заходите, кто хочет тур оформить. Там 3 ссылки, можно рассчитать тур за минуту буквально, вот, ну а по оформлению уже к Жанне. За эти сервисы я ответственность не несу, за Жанну вроде как несу. Вот, поэтому оформляйте из любой точки России, вас отправят, вот, разных менеджеров, эти, в разных городах у них менеджеры. Так, здесь, смотрите, у нас батут, площадки, лазилки. Здесь площадки, сейчас пока без навеса, но здесь в любом случае будет навес, когда жара будет и солнышко. Так, с этой стороны, смотрите, еще какая зона лазила. Дети тут какие-то сидят. Эй, дети, привет! Вы чьи дети? Не знаю. Африканцы. Мои? Мои дети, мои сидят тут. Вот, смотрите, попозже поле мороженка возьмем, вот здесь полазить можно, там полазить. Там вот прям паутинка настоящая, прям внутри прям аж паутина сделана. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот смотрите, когда много зоны, все такое мягкий резиновый пол тут, чтобы было комфортно деткам. Так, и здесь же у нас еще мини-клуб для деток. Но он пока закрыт, пока что внутренне только работает. Бамбино клуб, здесь сейчас все доделывается, все докрашивается. Сейчас мы даже туда не попадем. Вот, так что он здесь будет. И дальше у нас пляжный бар идет и море. Так, здесь же гюзли-месячные, вот за детским клубом. И там же фрукты можно взять. Вчера все снимал подробненько. Там подписывайтесь, заходите в плейлист и смотрите. Во всех сериях вы найдете все про отель досконально. Самый подробный обзор всех плюсах и о всех минусах. Потому что мы за отели платим сами, а то многие товарищи пишут, что нам все бесплатно, все на халяву. Мы тоже хотим снимать YouTube, везде бесплатно отдыхать. Мы за все платим, за все отели. Иногда бывают какие-то скидочки делают, или какой-то апгрейд могут сделать, там на море вид дать, еще что-то. А так мы за все платим. Поэтому я смело говорю о всех плюсах, о всех минусах. Часто ательеры нас слушают, и потом приезжаешь в отели в разные, а там уже что-то по-другому, да, там лотереи бесплатные стали делать. Ательеры всегда смотрят и прислушиваются. Поэтому в комментариях тоже свои пожелания всегда пишите снизу под видео. Так, ну и с вами дошли до пляжа. Ага, вот она где. Мне Жанна говорила, что здесь есть спорткомплекс с деревянными гирями и гантелями. Вот он, пожалуйста, надо туда заглянуть. Пляж, вчера тоже показывал, он сегодня классный, ветра нету. Большой, песчаный. Душевые кабины, переодевалки. Здесь же полотенца. Без карточек, без всего. Берете. Охрана. Я пока хожу, вот еще местечко, где мне запуститься бы, чтобы охранники лишние вопросы не задавали, потому что они обычно их задают. Так, вот на обочину всех зазывают. Здесь кабаны. Там еще потом, смотрите, зона лежаков, кстати, я вчера не видел. Есть лежаки. Раз, два, три, четыре, 5 рядов. И туда дальше опять кабаны идут. И, конечно же, наше прекрасное море, которое я так хочу занырнуть. Вот вчера купался. У нас в Кони-Алтайске, не знаете, мы там живем. И оттуда ездим по отелям. Как на даче. 2 года мы здесь прожили, туда-сюда сейчас ездим. Там. Сейчас на пару месяцев приехали. Вот так вот на выходные или на будни. Вот сейчас здесь мы 3 ночи, 4 дня по отелям едем. Ой, солнышко хорошо печет, ветра вообще не чувствуется. Его и нету прямо сейчас. Хотя по прогнозу стоит сильный ветер. По флагу можем определить. Оттуда с северо-запада дует.
так решил здесь на пляже разместиться. Ну, смотрите, шезлонги, зонты, естественно, все новые. Давайте сейчас на комфорт протестим. И протестим сразу на такую штучку, да, шезлонги некоторые раскладываешь, так садишься на середину, они бамс и поднимаются. Нет, эти вообще отлично держат. Так, удобно, не сильно широкие, ну, мне вот хватает. О, удобненько, нормально, комфортно, по высоте, по длине тоже полностью ложусь. Ой, красота, да? Видите, какой заряд вам всем морских, солнечных, турецких. Ну, пока я летал на дроне, ветер поменялся на южный, четко с моря вот так дует. Стало даже свежо. Я сидел в одной футболке, в теньке, под навесом, немножко подзамерз, поэтому все мои желания купаться уже куда-то улетучилось, охладилось. Но вот народ, смотрите, купается, вода 18 градусов. Я позавчера купался, да, замерил. Смотрите, волны вот до сюда добивают. Дети вон копают, как летом. Но ветерок поддувает южный, когда оттуда вот сейчас дул, вообще прекрасно было. Давайте, заряд вам пенных, морских, солнечных. Народ как летом купается. Ну, кто привыкший, я тоже обливаюсь по утрам. Сегодня обливался, контрастный душ делал 3 раза. И на третий холодный выхожу. Здесь не очень холодная вода. В Москве у нас 14. Прям ледяная льется. А здесь такая, градусов, наверное, до 17. То есть не холодно. Давайте, хорош болтать. Пенных вам заряд. Туда не пойдем. Попозже, когда нагреет. Или за. Сейчас гальку чуть намыл, а так обычно здесь не песочек. И всегда обычно красивые волны. Там у нас порт Сиде. В сторону отеля разные. С виду вам сверху покажу вам кадр. Сегодня поднялся очень-очень высоко. Ну и пишут про дрон, не надо ничего с собой брать. Не ищите все приключений. Здесь вертолеты часто летают. Парашюты там ездят. То есть какой-нибудь у вас ДТП в воздухе произойдет, проблем не оберетесь, потом очень много проблем. Просто отдыхайте. И к вам подойдут сразу, когда будете летать. Я залетаю аккуратно, я отсюда ухожу сразу на море. От моря летаю, то есть, чтобы меня не видели, откуда я летаю. И также приземляюсь к морю, плавненько захожу, быстро убираю дрон. Или где-то в теньке. Так, полотенце, видите, без карточек, поэтому, когда уходите с собой, обязательно сворачивайте. Потому что они иначе так и будут лежать целый день. Не знаю, здесь есть ли здесь правило полчаса. То есть вот полчаса вас нету, все убирают, чтобы в сезон места просто так не занимать. На пляже официанты обслуживают, ходят туда-сюда, просят их, они вам все приносят. Вот фрукты, не знаю, Жанна сама носила. Вчера мы здесь сидели у бара, просили фрукты, нам не принесли. Мы оттуда, где гюзлемешечные, сами приносили фрукты. Вот так по напиткам обслуживают без проблем. Пляжный бар. Очень классные такие диванчики большие сделаны. Напиткам вчера тоже показывал. По еде заглянем, потрапезничаем. Я вам покажу, что здесь есть. Покажем, посмотрим менюшек. Ну, по меню, естественно, готовят. Садитесь, вам приносят. По меню, значит, вам бесплатно. Здесь все включено. То некоторые думают, что по меню это за деньги. По дате вы просите озвучить. Все, 13 апреля у нас сегодня. В комментариях вы пишите, я стараюсь все реализовывать. А вот сюда отходишь, здесь уже, кстати, ветерочек особо не ощущается. Нижние пролеты не делал, такие вдоль пальм, можно красиво пролететь. Не привлекать внимание, лишних вопросов не было. Так, вам сверху, чтобы вы понимали, что где как. Так, вон там большие горки взрослые, здесь детская зона. Видите, вот это все, как теплее будет. За всех щелей здесь будет струиться вода. Брызгалки, поливалки всякие, сезон. Детские горочки. Вон и детский бассейн. Внутри, я смотрел, в расписании есть детский подогреваемый бассейн. Здесь, естественно, водичка холодная. И на горке тоже холодная. Вчера мерили. 18 градусов была вода. Так, с той стороны у нас еще там теннисный корт. Еще какая-то площадка. И вот здесь есть теплый бассейн, подогреваем, мы хотим сюда сейчас. Но у меня большие сомнения насчет мест. Мне кажется, сейчас весь отель, здесь вообще ни ветра нету. И прям вообще атмосфера, видите, все плавают. Но мест точно не будет свободно. Будем полотенце на полу, наверное, расстилать. Или там на травке дальше можно. Так, ну либо как вариант. Вот с другой стороны лежать, там шезлонги есть. И сюда ходить купаться. Так, ну я нашел 3 местечка. Все убрали здесь, thank you.
Полотенце не стал искать, где просто попросил человека, он мне принес откуда-то или оттуда, не знаю, здесь нет вроде полотенец. Когда приходишь, тут скрученные по одной штучке лежат, сейчас, естественно, уже все раскрутили. Вот так вот сервис. Молодцы, приносят. И напитки тоже, смотрю, здесь носят. Так, и смотрите, туалеты и переодевалки. Вот здесь реструм, вот тут душик. И вот сюда вот заходим. Вот, атмосфера, конечно, класс. Летняя. Теплый бассейн делает свое дело. Здесь у нас, видите, шезлонги такие. И можно прилечь, полежать. Ну что, Луссо Сиде. Давайте посмотрим, сколько у нас вода в бассейнах. Нынче нагрелась. Поль, ну как, холодно? Нет. Раз, два, три, хоп. О, вода теплющая. А все почему? Потому что она подогреваемая, да, Поль? Окунаем наш прибор. Давай, Никитос, ныряй. Раз, два, три. Ныряй, конечно, можно. Если папа плавает, уже все можно. Сейчас пока прибор наш набирается, пока заряжайтесь солнечными турецкими эмоциями. Здесь у нас поплыли туда, быстренько доплывем. Я вам покажу, что там классного есть. Пока посмотрим, что с водичкой. Так, 30 градусов. Вот на нижнюю смотрим. Так, еще раз смотрим на нижнюю смотрим. На нижнюю смотрим. 30 градусов вот на нижнюю, видите? Ну, теплая, да, Поль? Ага. Поплыли, сплавим, тогда посмотрим, что там есть. Давай, Никита, мы уже уплыли. Пока ты там собираешься. Зима наступила, лед сейчас скоркой покроется. Поль, это что, плавать разучился? Или слишком тепло? Так, ну что, мы подплыли к этому местечку. Смотрите, здесь бар. Прямо в бассейне. Все, как я люблю, такие стульчики. Садишься и заказываешь себе напиточков. Так, подножки нет, ну ладно, так запрыгнем. Оп. Класс, да? Смотрите, сел в баре, заказал тепло. Вообще класс. Смотрите, тут напитки, закусочки даже есть, чипсы, орешки. Все есть по напиткам, все шикарно, все как во всех барах. Все я вам показывал. Или где-нибудь попозже в других рилсах покажу. Так, все, жмите лайкосы, подписывайтесь. Ух ты, здесь даже еще и кофеек можно сделать. О, правда, крокодил. Я аж испугался, думал, настоящий приплыл. Думаю, ух, какие чудеса в Турции происходят. В общем, все есть. Это я сейчас еще снимаю для выпусков таких мини на рилсы, на телеграм, поэтому тоже обязательно подписывайтесь. Первая ссылка на телеграм, там все без VPN, все работает. Там все увидите в первую очередь. Какая температура, все новиночки. Как канал называется? Канал Евгений Машков. На ютубе? И на ютубе, и везде, в Рутубе, и в ВК, и в Дзен, и Шмака, везде. Смотрю потом. Как тебе отель? Класс, на горках катался? Вода же холодная. Все равно хорошо. Ну, молодец. Мерзлявый. Он же сказал, Так, отель называется у нас Луссо. Я его как-то Луссо туристу, знаете, как Руссо туристо, облико морали. В общем, так и приклеится нам этому отель название Луссо туристо. Так Луссо Соргун называется. У нас еды. Хотя локация Манавгат показывает, там у нас граница получается. Хотя нет, это Манавгат еще прилично. Ну, не знаю, карта так показывает. Под водой не буду вам снимать, меня есть мохнатка. Но я думаю, вот так вот вам зарядиться эмоциями, бассейнами. Тоже будет хорошо, что там смотреть, под водой нечего смотреть. Так, 30 градусов все-таки еще до сих пор. Видите, сколько же вода моя. Рука моя в воде находится. О, дети, сейчас зальете камеру. Так, смотрите, к бару можно не только подплыть, но и так с краешку подойти. И вам все дадут. Ну и официант приносит, но правда редко бывает. Ну, вот мы с Полькой сами прогулялись. Thank you so much. И поскольку тут, видите, как нельзя у бассейна со стеклом, бутылку переливают в стакан. Но это не стеклянный бокал, это такой пластиковый бокал. Специально, чтобы не было стекла. Это очень правильное решение. Не, ну классно вообще, атмосфера прям супер. Теплый бассейн все-таки решает наличие теплого бассейна в зимний сезон, в межсезонье. Потому что иногда в январе вот такая погода бывает. И мы в этом вояже были. Вот тоже так же, вот такой же прям воздух по температуре достигается. Там и 18 градусов, 15. И с теплым бассейном у тебя реально атмосфера как летом. Видите, у Полин какой халат, да? Вот такие вот халаты здесь деткам дают. Ну вот, девчонки, мама с Полей и Никита, они прям вот так вот в халатах вышли из дома и пошли купаться. Многие, я смотрю, такое. Так, время у бассейна прошло отлично. Вчера обед я вам показывал в основном ресторане. Туда, естественно, сегодня не пойдем. Пойдем сейчас
пообедаем в другом месте. Посмотрим, где что можно поесть. Там, наверное, просто бар. Ничего, снеков нет. Тогда к пляжу. Туда отправимся, в тот ресторан. Смотрите, какой сейчас красивый цвет воды у моря. Вообще обалденно. В зависимости от расположения солнца, цвет моря и океана, он всегда разный, всегда меняется. Поэтому, если видите красивый цвет, сразу фоткайтесь. Через час, через два уже будет другой цвет. Hello. Так, здесь можно как в тенечек сесть, так и на солнышко. Так, ну здесь хорошо, но, правда, ветерок небольшой. Вот здесь менюшечки, не знаю, QR-код у вас сканируется, нет, другим устройством наводите. Вот. Еще в Телеграме будет. Ну, здесь все есть. И салаты, цезарь есть. И так тоже не видно. Цезарь с креветками есть. А вот что с мясом, я хотел сказать, ну реально с мясом. С мясом и с курицей на выбор. Салаты. В общем, сэндвичи есть. Что только нету. Манты есть, пиде. Потом тут что еще? Котлетки на гриле, шницель. Гамбургер. Для гурманов есть. Есть просто гамбургер. Взяли для гурманов, попробуем. Бургер с курицей. Куриный донер, ну это тоже шаурма. Мясо на вертеле. Антрикот тут есть. Жанну взял попробовать. Дора на гриль есть. Тоже. Вкусно должно быть. Чизкейк. Так, салатик с авокадо. Смотрите, как аппетит выглядит. Ну, принесли моментально просто. Вот. Ага, спасибо. Так, видимо, уже готово. Быстренько всем выносят. Просто, вот, не знаю, 3 минут не прошло. Салфеток только нет. Так, вот антрикот у Жанны подъехал. Так, на вид вроде мягенький. Так, и вот бургер принесли. Слушай, ну все очень вкусно. Цезарь обалденнейший. Стейк, Жанна говорит, тоже очень мягкий и вкусный. Супер. Слушайте, но бургер мега вкусный. Прям вообще есть котлета такая настоящая, говяжья. Прям начинка. Супер, булочки просто очень вкусные. Картошка фри очень вкусная. В общем, 5 баллов этому заведению. Ну прям вообще супер, я давно не видел таких снэк-баров вкусных, чтобы было так вкусно, но это вообще как в ресторане, лучше. Так, сейчас давайте вот сюда, вдоль пляжа пройдемся, здесь еще видите синий, тоже, наверное, бар-ресторан, судя по количеству столов, наверное, какой-то а-ля карт ресторанчик. Сейчас еще пока закрыто, но потом откроется. А-ля карт, скорее всего, будет рыбный, у моря он всегда. Так, и тут же у нас, смотрите, хотел сказать амфитеатр, но здесь, простите, Lusso Performance Hall. Вот такое вот название. Крутецкое. Ой, смотрите, необычно, что это такое. Типа столик, наверное, потом будет. В общем, амфитеатр. Здесь будет сцена, проходить всякие мероприятия. Видите, сюда делают свет, делают подсветочку. И вот там теннисный корт и еще один теннисный корт. Так, смотрите, там теннисный корт, а это какой-то маленький теннисный корт. По-моему, сейчас падал, да, называется теннис. Классно сделано все. Тут, видите, где-то решетки, а где-то прям стекло стоит. А кто играет в падал теннис? Расскажите, как это интересно. Сейчас прям мода на это падал. Так, и здесь дальше у нас номера с лагунами. Я когда на дроне летал, видел. То есть, видите, свои номера. Посмотрим, если там никого нет, я вам сниму чуть-чуть. А, нет, там кто-то есть. А, там убирается клиник. Вот видите, как свои бассейны, шезлонги, зона для отдыха. Так, в общем, лагуна, не лагуна. Здесь категории номеров просто огромное количество. Их всех не пересчитать. Ну-ка, будь у Жанны бронироваться, она вам расскажет. В общем, есть номера со своим бассейном. Вот здесь вот есть огромнейший номер. Там есть президентские лагуны, президентские люксы. Еще что-то есть. Вот видите, здесь там вообще свой огромный бассейн. Такой огромный номер там. В общем, очень много видов номеров, и свои мап номера, вот они там дальше идут. Так, вот здесь внутрь заходим, здесь видите еще номера с одним общим бассейном. То есть вот номера, и у каждого свой выход в общий бассейн, там индивидуальные были. Так, здесь видите, пока ремонт, сейчас зайдем, посмотрим номерочки так вот быстро. Ну, видишь, все тут перевернуто. Это двухэтажные дуплексы. Вот какой топ. Туда тоже поезд, кровать. И тут, видите, тоже общий свой бассейн. Большой проход, шезлонги стоят. Так, сейчас внутрь заглянули. Там наверху у нас ресепшн.
Здесь минус второй этаж. Спуститься. Здесь фитнес-центр есть. Давайте быстренько заглянем, посмотрим. Hello. Так, много тренажеров, естественно, все новенькие, свеженькие, беговые дорожки, велодорожки. Чего только нету, всякие гири, гантели. Но мне этого в Москве хватает. Я на отдыхе так, может быть, на улице позанимаюсь. Но на отдыхе я предпочитаю отдыхать, потому что многие и отдыхают, и занимаются. Но для занятий у меня есть другое время. Вот позавчера там у нас в Конь-Алты я на набережной занимался. Турники, брусья там со своим весом тоже хватает этого. Здесь открытый бассейн есть. О, здесь так тепло. Подогреваемый, естественно. Видите, работает. 1,4 метра. И вот там где-то еще детский должен быть бассейн. Собственно, здесь солнышко светит, здесь прям очень жарко даже, я бы сказал бы. Вон детки там балуются в воду, любят, много шезлонгов тут стоит. Так, и вот до зоны спа я дошел. Давайте я вам уже покажу. Не знаю, вдруг мы не дойдем. Здесь зона для отдыха. Здесь тоже зона для отдыха. Зона для отдыха, душевые кабины, сауна, парная и хамам-крес. Там сейчас никого нету? Вот здесь этих сауна, да? Финская сауна, смотрите, 89 градусов. О, аромат обалденный тоже, кстати, просторная. Сауна греется, кочегарит, никого нету. Так. Душ, и здесь, вот, как мы с вами знаем, Steam Room. Ежик в тумане. О, продавляет не больше, сразу камера запотеет. Пара там прям, ого-го, сколько здесь вышел, полежал. Отдохнул. И здесь хамам, да? Полноценный, где можно помыться. Пенку себе сделать, полежать на горячей плите, спину прогреть. Отлично. Спасибо большое. А, то есть, смотрите, у нас с другой стороны, где зона отдыха. Здесь то же самое все. То есть, если народу вдруг много, тут, видите, так работает даже 92 градуса. Здесь сауна еще горячее и поменьше. О, смотрите, даже поддавать можно. Ковшик стоит с половником. И здесь Steam Room, вот как раз он выключен, можно посмотреть. Опа, доделки еще больше идут. И здесь зеркальный, там и там, на женскую, мужскую не разделяется, и там все одинаково. Оп. И здесь закрыто, здесь такой же этот хамам. Все, считайте, в салон сходили. Так, ну, естественно, можно всякие процедуры себе заказать, да, массаж. Там вот целая зона массажей. По прайсу вам не буду показывать, потому что здесь выбора очень много. А, ну, давайте, вот 30 минут 60 евро, 120 минут. Олеся. Это какие-то комплексы. В общем, минимально 60 евро, 30 минут. И там дальше прайс пошел вверх уже. Все, у вас там раз отмассажируют, процедуры разные можно сделать. Все, спасибо большое. Слушайте, ну такого полного обзора вы нигде не найдете. Да, все вам показал, все, что есть в этом отеле. И там у нас еще зона маркета. Что-то еще. И там, кстати, переход вот как раз к лагунам. Сейчас он закрыт. Вот мы пошли в кофейню, я вот бегу вам снимаюсь. Вот она, зона спа. Сейчас, видите, не указать. Вот, да, написано спа. Вон там незаметно было. Так, и наверх поднялись. Сейчас с вами в лобби-зоне оказались. На удивление, эта лобби-зона вечером очень хорошо пользуется популярностью. Здесь же встречи с гидом. Здесь же мы с вами приезжали, заселялись. Есть туалеты везде. И все разные. Очень необычная реализация у них у всех. Видите, как сделано. И везде очень мягкие полотенца. Вот эти прям такие пушистые, нежные. Это у нас туалет. С вами от всего приехали заселяться сразу направо. Вот здесь вот где бар. Будет туалет. Вдруг кто с дорожки. Там ехать вам, по-моему, в районе часа от аэропорта Анталии. Нам час 30. Потому что мы в другую сторону Кемера живем. Так, давайте по бару покажу вам в лобби. Видите, здесь вообще потрясающе на море. Здесь в барах везде все импортное. Местного еще не видел ничего. Есть вообще все абсолютно. И виски, и ром. Сейчас что-нибудь из дорогого попробую вам посмотреть. Надо смотреть. Так у нас получается и Чивс есть. И Балантайн, Джек Дэниелс, вискарик. С той стороны, по-моему, поинтереснее был выбор. Вам просто будет отсвечивать. Вот отсюда вам покажу. Я сам-то отсюда здесь не вижу. Вот цвет. Ну, в общем, по виске. Он, кстати, вижу Blue Label. Do you have? I have Blue Label, but not free. All included? Not free. It's pay, да? Yes. Вот видите, Blue Label уже отдельно платит. Black Label, Ну, Double Black, Red Label. В общем, все. Jim Beam, Jack Daniels. Все это. Все включено. Все включено, кроме Blue Label, да?
Ага, вот так вот. И Шеридан тут есть темный, который сейчас съел напитком. Альмека есть. В общем, все что угодно. Джин. Кучу разных. Все, спасибо. Гюльнар. Добрый день, доброго дня. В общем, вот так вот. Напитком во всех барах все шикарно. Даже в ресторане вот эти все напитки импортные тоже есть. В предыдущей серии я тоже показывал. Зайдите, посмотрите. Все, чуть забегался. Все там сейчас кофе пьют. Я тут бегу, снимаю. Поэтому поддержку обязательно лайк. Комментарий любой пишите. И подписывайтесь обязательно. Кофейню тоже вчера вам показывал, все вкусняшки, все, кофе тоже подробный обзорчик делал, заходите, посмотрите. Так, сейчас пришли домой, смотрите, отсюда какой красивый вид на море, вообще шикарно, да? Море сегодня очень красивый цвет. Так, ну дома обычно находишься очень мало времени, буквально на 5 минут так зашли, там документы кое-какие надо было взять, сфоткать, и опять выходим. Опять солнышко, сейчас, мне кажется, даже ветра уже меньше. Музычка легенькая везде играет. На ужин мяско, сырная нарезочка. Я вам не буду снимать уже то, что снимал до этого, естественно. И все, что новенькое есть на ужин, я вам досниму. Там вчерашний кадр еще подставлю. Вот это все, в принципе, то же самое, что и на обед было. А, вот вчера вот я как раз вам это снимал. Так, сегодня на ужин, смотрите, дают красную рыбку, кальмары, мидии, креветочки здесь вот можно было видеть, барабульку дают, жареную рыбку вот такая. Так, и смотрите, сегодня курдзу перзола, корейка, ягненка. О, видно, что такие небольшие барашки, прям маленькие вот косточки убиты. Здесь в ресторане на шведском столе есть также и французские, и португальские вина, но об этом нужно просить. Если вы просто попросите там white wine, red wine, они принесут по умолчанию турецкое. Но нормальное вино здесь тоже есть, поэтому... У тебя французский? У меня французский. У меня бамонти не фильтрованный. Так, я пришел за второй порцией курдзу перзола. Тут фаер-шоу. Солью мне посыпали крупной. В общем, обалденно. Чок гюзель, как говорится. Тут прям 5 шекеля. Очень-очень. Тут прям нереально вкусно. Вот в Ахаб здесь есть ресторан, там самый вкусный курдзу перзола, который только ел. И в Макс Роял самый вкусный. А вот здесь, мне кажется, еще вкуснее. Просто вообще. Либо я так соскучился. Это вот я за добавочкой пошел. Все онлайн, в Телеграме, вообще сразу снимал. Поэтому подписывайтесь, очень рано все это увидите. Ну и под курдзу перзола, конечно же, французское вино здесь наливают. Вот там у нас фейерверк, посмотрим, если сегодня корейка ягненка. Так, смотрите, рыбка, морской окунь на гриле. Вот так вот, красиво лежит. Там еще просто рыбку жарят, филешечку. Так, ну мясо, естественно, много разного на выбор, такое тушеное, не тушеное. Тортеллини, здесь вот, типа как от шефа, здесь еще блюдо от шефа делают. Так, жареное мясо. О, видите, такие типа шаурмишки. Вчера тоже рыбка такая была на шампуре. Так, вот здесь тоже много разного мяса. О, гусь, ничего себе. Ну это утка, скорее всего. Гусь, Никита, смотри. Здесь написано. Это утка. Судя по виду. Здесь рулетик тоже, видите, всякая курица, котлетки, кадыки. Что только нет. Так, здесь можно макарон себе разных, с разными добавками. Все это сделать, много-много всего, видите, на выбор. О, здесь, смотрите, ребрышки говяжьи, скорее всего. Очень аппетитно. А, баранина написано. В тандыре вот она, баранина. И бараньи ребрышки. Пахнет очень аппетитно. Еще с таким соусом. Так, ну овощи, вот это диетический стол. Все то же самое, как на обед. Если кто не видел, в предыдущих видео, заглядывайте, смотрите. Мороженое также научный hello. Десерты. Здесь десерты, там десерты. Здесь тоже турецкие сладости. Я вам сейчас скажу, как делать. Берете такие турецкие сладости, накладываете их. И шарик мороженого, то и два берете. И прям наверх мороженое мажете. И в рот вместе вот с этими турецкими сладостями кладете. И турецкий чай обязательно с лимончиком. Все, вообще такая сказка получается, такая вкуснотища. Здесь еще всякие тоже пирожные, с олечками, фрукты опять. Все и нарезанное на выбор. В общем, вот так вот. А, еще вот туда пойдем заглянем, посмотрим, жарят ли корейку сегодня. Здесь тоже еще, смотрите, мяско, баранина. Здесь говядина. А вот, видите, вчера была баранинка, сегодня стейки жарят. Вот такие аппетитные. Здравствуйте. Мерхаба, экс-стандарт. Так вот, опа. Сейчас возьму себе курочку. А, это перепелочки, я вижу, по размеру. Жарят. Видите, каждый день чередуется, не повторяется. Все, приятного всем аппетита.
Пойду тоже себе возьму. Наверное, стейк. Начну прям со стейка сегодня. А потом говяжьих ребрышек. Сейчас вот свеженького. О, антрикот. Давайте мне. Свеженького мне. Сейчас еще порубит его. Вот, опять прям порежу. Сегодня антрикот. Тоже сыпанут мне. Вот так, видите, как ухаживать. Medium well, да? Вот, смотрите, местный соусом сейчас. Мне вау. Just little salt. Мистер Салт. Thank you so much. И перчик сейчас все возьму. Очень вкусно, я уже четвертым куском прихожу. У меня были куски, конечно, поменьше, не такие огромные, как здесь. Но это очень вкусно. С огоньком сейчас, с дымком будет. Так, ну после ужина опять в Сьют 5. Дорога одна. Сегодня опять какая-то живая музыка. Каждый день живая музыка. Вот опять эти живая музыка. Все говорят. Даже в апреле месяце не забывайте мазаться от солнца. Солнцезащитным кремом. Потому что видите, как я загорел. Весь красный и розовый. Кажется, вроде бы не жарко. Ветерок дует, а сгораешь очень сильно. Поэтому мажьте щечки полтинничком, там 25-очкой, чем-нибудь намазываете. Живая музыка происходит, вы походите скачет, диджей играет. Так, ну у нас новое утро. Смотрите, 10:15, они опять все убирают. Круассанов нету. Здесь, видимо, вообще вот маленький лоточек круассанов. Поэтому, кто любит круассаны, охотитесь за ним бегом. Сейчас они тележку вот эту складывают. И я прям возмутился, говорю, почему вы все убираете? Время 10:15. Я говорю, что, завтра до 10 часов, что ли? Причем здесь расписания нету по завтраку. Вот. Вот я без круассанов. Я обожаю круассаны. Хотел себе вот сэндвич с круассаном сделать из семги. Она говорит, через 3 минуты будет. Через 3 минуты прихожу, говорит, не, через 10 минут будет. В общем, я без круассана. Если вы любите круассан, тоже на них охотитесь. Вот так вот. Неприятненько немножко, конечно. Причем на входе нету расписания вот этого вот, во сколько завтрак заканчивается. Там надо на сайте искать. Это завтрак вот я нашел на сайте у них до 10:30. Да, сейчас время 10:20. Да, здесь, кстати, есть Guest Assistance, то есть на WhatsApp у вас ассистент. Вы можете все вопросы писать ему сразу. Я, естественно, написал, я говорю, обычно не люблю жаловаться, узнаете. Но это вообще не серьезно, что в 10:15 начинали все убирать. И еще и круассан не поднес. Вот, смотрите, прошло уже минут 10, я сутки на 10 вернулся. Нет, ни круассанов. Так, я отправил вот гастролейшну, что очень маленький лоточек для круассанов, конечно, на всех не хватит. Там штучек 5-6 поместится, и все. Ну, и я думаю, что благодаря этим действиям будет много круассанов. Когда вы приедете, вы будете наслаждаться вкуснейшими круассанами на завтрак. Ну, я, в общем, лепешку взял вместо круассанов, здесь туда рыбку завернул и буду наслаждаться тем, что есть. Главное, вот вид прекрасный, солнышко. Так, давайте заглянем в тренажерную зону деревянную, посмотрим, что тут есть интересно. Смотрите, брусья есть, гантели, штанги, вот упражнения, которые можно позаниматься. Там у нас уже дальше идет волейбольная площадка. Вот это что такое? Это какая-то... А, это разные веса, смотрите, цепляешь. Прикольно. 20 килограмм, ничего себе. А, ну там внутри, наверное, железное. 10 килограмм. Понимаешь, цепляешь. Не опускаю. Это под присмотром родителей можно. Давай, Поль, тяни. Как Флинстоны. Флинстон. Флинстон. Смотрите, можно на трицепс, кстати, делать, видите? Вот так. Ну, ты можешь взять себе 2 двадцаточки, Никит. Будет нормально. Садись и за спину тягай. Или к груди. Будешь широчайший качать. Слушай, интересно сделано. Вот эти штуки прикольные. Берешь на них. Это присед. Можно только скамейку поставить, будет жим. Слушай, ну очень круто. Турнички есть. Обалденно придумали. На пляже, чтобы не просто скучать, а вот позаниматься. Это что-то. Слушайте, ну любители спорта, это вообще прекрасное
место. Пришел так, и место, чтобы бок отлеживать. На пляж пошел, бицепс покачал. Ага, покачал, сейчас я поправлю. Вот. Все, упал. Пятнашечки взял. 2, 3, 4. Так, 5 подходиков сделал на 8 раз. Отлично, 30 можно качать. Ну, вообще шикарно. А потом это, заныру, проныру. Ну, лучше сесть, конечно, чтобы спину не травмировать. На лавочку. Опа, присел. И делаешь. Опа. Опа. Класс. Шикарно вообще придумал. Так, и смертельный номер. Посмотрим. Остался ли еще порох в моих пороховницах с молодости. О, еще пороховница. Можно и без раскачки, кстати. Это более сложно. Но порох еще есть. Ну, очень классно, что есть навес. Я здесь отдыхал, а можно лавочку туда передвинуть и там заниматься. И будет отлично вообще. Ну, естественно, под всей площадкой большой летом не позанимаешься, только в тенечке сможешь. Ну, либо совмещать приятно с полезным, либо ранним утром. А так классно. Вот 5 подходов сделал, даже 6. Бицепс, трицепс. Так, по легенькому сегодня. Так, ну смотрите, сегодня вообще прекрасно. Ветер отжимной. И у нас только, видимо, там закручивается, что здесь даже пальмочки не колышутся. Идеально вообще. Прям жаришка. Сейчас я, естественно, пойду купаться. Такую прекрасную погоду. Сейчас температуру вам сниму. То, что в Телеграме будет прям в сию секунду. Скажем так. Обязательно подписывайтесь. Очень удобная площадка. Может там свои фото, кстати, видео. И общаться там очень удобно. Заряд вам всем пенных морских. Сейчас сниму ролик. Ну и здесь живу вам ставлю. Водичка чистенькая. Так, ну что, добренького всем турецкого нас занимал сейчас на площадке. Луцус, Саргун, отель. Сейчас померим воду, сколько у нас вода, градусов. О, ну так вполне отлично. Заряд там всем пенных, морских, солнечных, как всегда. Пусть очень классно сделан, что там тренажер, кто не смотрел, зайдите. Другой рилсик, посмотрите. Сейчас опустим мой прибор и померим воду. И я следом пойду купаться, вас оставлю. Пока заряжайтесь. О, водичка класс. Свеженькая, ну хорошая. Ну сейчас с каждым днем будет все теплее, теплее и теплее. Потому что погодка шикарная. Тепло, вон загораем ходит. Так, ну что, смотрим. О, уже нагрелось, ничего себе. Позавчера вот я там дома в Кони-Алты купался. Была 18 градусов, а сегодня, смотрите, вот на нижней, видите, 19 градусов. Опаньки. Ну, то есть спокойно купаться, то есть люди тоже купаются, можно заходить. И все. Сейчас с каждым днем, маю, наверное, 23 будет обычный, 25, 26, там потом уже пойдет по нарастающей. Все, лайк нажимайте, подписывайтесь. О, класс, сейчас накупался. Правда, снимать некому было, штатив тоже нельзя. О, обалденно, даже вылезать не хочется. Классно. Вот, смотрите, там и дети купаются. 3 человека, взрослые. Очень классно. Первый раз надо чуть-чуть, потом привыкаешь, нормально. Супер. Тоже очень полезно для здоровья. Подсладненькая водичка для сосудов. Шикарно. Так, значит, наш вкусный пляжный ресторан до 4 часов работает. Мы на 1 минуту опоздали. Естественно, не поели. И пришли в Кузин бистро, который 24/7. Сейчас здесь будем трапезничать. Можно внутри сесть, можно снаружи. Вот с таким прекрасным видом. Вот на менюшка Кузина. Не знаю, экспонируется у вас или нет. Вот, ну по меню, смотрите, так, салат один здесь есть с авокадо, с овощами, пару супчиков, много видов бургеров, прям очень много, спагетти, пенне всякие, вот и бургеры, все разные, даже влажный есть бургер. И также есть антрикот и рыба целая, и еще есть курочка, вот пару курочек таких, знаете, как в панировке, сейчас заказал, попробуем. Так, Никитин бургер приехал, очень аппетитно, вчера были очень вкусные бургеры. Давай, Никит, налетает, сейчас папа налетит. Так, вот он мой стейк-антрикот, палочки куриные, и еще один бургер Ultimate, который должен был быть Никите.
с халапеньями, я смотрю, там очень вкусно, там даже... Она, главное, представь, то есть ультимейт. Даже не фите. О, да, шикарно. Ну, придется папе все съесть. Ну, все очень вкусно. Вот этот бургер прям был с мясом от ребрышек, знаете, так нарезан с говяжьим беконом. Он просто не влезло уже, а так очень вкусно. Вот остатки мяса. Хотя раз подтермин. Кошка, кстати, здесь очень мало. Первая кошка, которую вообще увидел в этом отеле. Оказывается, если немного пораньше ходить на ужин, можно застать концерт с живой музыкой. Или в входе в ресторан, точнее в самом ресторане. Под такую музыку употреблять пищу. Тогда я вам не показывал. Здесь еще есть детская зона, микроволновка, там блендер, шмендер. Ну и так немножечко овощей, десерта, суп, котлетки, макарошки. Так, и сегодня, смотрите, опять стейки с огоньком. Очень вкусные. Вчера прям огромное количество съел стейков. Сегодня на ужин чисто овощи и стейк. О, чак-гюзе. С сальцой крупненькой посыпать мне. О, красота. Сегодня, смотрите, еще половинка форели на гриле. Купили точно аппетитно. Опять целый рыб тоже каждый день. Ну, в общем, вот так вот. Все довольно хорошо. Красная рыба тоже по вечерам. Каждый день. В общем, отлично. Так, давайте окинем взгляд на вечерний отель. Это классно, бассейн светится. У нас с подогревом, который, видите, он разными цветами переливается. Это у нас этот большой бассейн холодный. Я, кстати, сегодня купался, там 20 градусов было. 2 раза. Занырнул. Дорожка на море так светится. Сегодня что-то репетировали там у пирса, но пока тишина. Пойдем проверить. Так, вон там у нас живая музыка, а здесь дальше у нас open close с 12 до 21:30. Это комната игровая. И с жетончиком покупаете здесь. Вот смотрите, 1,2 часа 15 евро. Один жетон 2,5 евро или 3 доллара или 100 лир. А паузу еще ставьте, разглядывайте. Можно вот здесь поиграть, вот здесь машинки. Боулинг, дорожка есть. Так что... это на боулинг, а это вот на томаты. 1 коин 2 доллара. Так, смотрите, открыли детскую водную зону со всеми поливалками, обливалками. Можно смело идти нырять. А да, наверное, только холодненько. Потрогаем. О, да, водичка холодная. Нас ждать горячая погода, хотя сейчас очень вообще солнечно. Прям даже жарко, ветра почти нету. Так, ну смотрите, сезон. С каждым днем все жарче и жарче, насколько народу на пляже. Смотрите, о, прям тут купается, тоже пойду сделал занавес, проверю. Вчера купался, уже 19 градусов было, вода потеплела. Сегодня, наверное, еще больше. В общем, с каждым днем будет прогреваться, потому что, видите, туч нет, облаков нет, естественно, море прогревается. Заряд вам всех турецких, солнечных, морских, как всегда. Красота. Так, здесь песочек по пляжу. Вот эту гальку намыло волнами. И там тоже, видите, мягкий плавный заход. Песочек. Там немножечко гальки. О, вода сегодня прозрачная, вообще кристально чистая. Вчера была чистая, а сегодня еще чище. Видите, плавный, ровный такой заход. И так вот море. Оп. Так, ну давайте заодно, раз уж зашли, померим. У меня тут и телефон, и камера. Все вместе. Всего на флаконе. Так, опускаем наш прибор. Ну, я думаю, что так же, наверное, 19. Ничего особо не увеличивай. Вы пока заряжаетесь морскими, пенными, чистыми. А, ну смотрите, сегодня даже сейчас 18 показываем. Так, на нижнюю смотрим. Давай. Опа. Что ты? Не хочешь, надо глубже опускай. Вот, нет, 19 вон на нижнюю смотрим. Видно, вон 19 градусов. Все, отлично. Оставляю вас на берегу и делаю очередной заплыв. Красота какая. Там на горах еще, видите, снег лежит. Я приближу. Там, где мы живем. Там, кстати, и горнолыжный курорт есть. Саклыкен. Так что, кто любит кататься, можно. Ну, уже, наверное, все. Но зимой можно. Кайфец вообще обалденно. Шикардос. О, видите, дети тоже купаются. Так, ну что, у нас последние часы в отеле. Чекаут мы сделали, номер сдали. Ну, как знаете, можно оставаться в отеле там до вечера, до ужина. Мы сейчас тоже поедим, еще погуляем. Погода хорошая. Вот, и потом поедем домой. Ну, смотрите, все плюсы и минусы вам показал. Вот, по минусам, ну, знаете, как для нового отеля всегда бывают минусы.
Я их даже не буду озвучивать, там что-то где-то персонал, может быть, невнимательный, где-то еще там сыроватый какой-то персонал. Такой есть, но не все. Есть их и прям очень классные, кто внимательный, добрый, там вот бармены там в баре вообще шикарно все делают, прям коктейльчики, прям доброжелательные такие. Вот. Когда новый отель, всегда есть небольшие минусы, но небольшие, потому что были другие отели, которые открывались, и там прям совсем все печально было. Здесь все шикарно, с вами все классно, питание просто шикарнейшее, вкуснейшее. Вот. Я думаю, что этот отель, конечно, в сезон, сейчас, когда разобьется, будет стоить приличных денег. Потому что сейчас у него была очень хорошая цена, когда он только открылся. Ну так всегда, когда отель только открывается. Ценник всегда приятный. Тоже заходите под видео, считайте. Вот, так, что еще по минусам? В отеле вот эти номерах, вот это цифровое управление, да. Блин, это вот везде, где делают такую современную штуку, они реально, блин, то работает, не работает, здесь включаешь, а там выключается. В общем, запутаться можно, не разобраться, вот. Но они просто настраиваются, в общем, ты тут включаешь, там это отключается, тут включается. Значит, я больше люблю клавишами, чик-чик-чик нажал и пошел. Ну, как бы все современная техника, скоро и с айфона можно будет управлять в некоторых отелях, что-то такое есть. Здесь вроде бы нет, за айфона. А так все хорошо, говорит, ассистент все вопросы решает, там что-то забыл, кепку пошел, нашел, написал. Так вроде больше минусов особо нету. Полы так поскрипывали немножечко в номерах. Вот. Но это тоже все устраняется со временем, наверное. Ну и опять же, не во всех, наверное, номерах. А так, все очень классно. Прям бассейн есть. Он, кстати, по-моему, в сезон. Жанка, будете бронироваться, уточняйте. Возможно, он только для вот этих номеров будет, для определенной категории. А вот это будет для всех. Ну, пока точно не знаю. Вот примерно вот какая-то такая информация. В общем, ближе к моменту бронирования вам Жанна все скажет. Вот. Все. Сейчас пойдем еще поедим. Если что-то интересное покажу. А так, спасибо всем, кто смотрел до конца. Спасибо, что лайки жмакаете, что комментарии ваши пишете. Как всегда, не замечайте на отдыхе никаких мелочей. Почему я так всегда говорю? Потому что реально какие-то мелочи, там что-то хрустнуло, там, может, какой-то кусочек отвалился, и люди прям, о, здесь это отвалится в чаты, я смотрю, там это скидывают, какие-то форумы. Ребята, не замечайте мелочей никогда на отдыхе. Заряжайте солнцем, морем, вкусняшками, позитивными эмоциями. Всем чем угодно. Просто заряжайте позитивно. Все, огромное всем удачи и пока. Так, ну смотрите, сейчас 3:30 здесь в бич-клубе начался диджей-сет. Мы тут потрапезничали, очень вкусно. Цезарь просто обалденнейший. Красота, да? Вообще шикарно. Можно на обед даже не ходить, здесь трапезничать. Музыка вообще еще интереснее, атмосфера становится. Такая зона. Шикарно. Да, здесь же, кстати, мороженое есть прямо возле бара. Упаковки, смотрите, какой есть интересный, с фруктами разными, магнум, с орешками. Очень много видов мороженого. Так, ну все, говорим пока-пока этому отелю. Вернул себя еще раз в этот отель с удовольствием, мне очень понравилось. Понравился отель вам? Да. Плаки-плаки. Классно все. Да, но душевую сделать нормально не могут. Там, да, регулировать немножко надо, научиться адаптироваться. Вот это все крутится в одну сторону, в другую, в одну, в другую. Это современный стиль такой. Не все его могут немножечко. Ну, потом со временем адаптируешься на второй день нормально.